Сейчас я расскажу вам технику, как легко и быстро замотовать короля, используя ферзя. Кажется, это очень просто, но чтобы вы не сомневались и делали это буквально за секунды, вот вам классная техника. От командира как-то раз получает ферзь приказ: в бой вступай и оттесняй короля на самый край. На краю с тобой вдвоем в плен его мы заберем. Получив такой настрой, ферзь кричит ему: король, ты умом своим раскинь, кто из нас сильнее, и на самый край доски топай поскорее. Не пойдешь туда добром, буду гнать своим огнем. И поставил шах. Спорить с ним король не стал, старый был и слабый, только в сторону шажок сделал от удара. Ферзь за ним грозит, понятно, а король шагнул обратно. Потемнело тут в глазах у ферзя от гнева, королю он шах, да шах выдал справа, слева. Ну а хитрый старичок перед ферзем прыг да скок, издевается, хохочет, а на край идти не хочет. Ферзь стоит и чуть не плачет, не решается задача. Как же так? Ведь ферзь сильнее, но зато король хитрее. Навсегда запомни, милый, дело тут в тебе самом. Побеждает хитрость силой в сочетании с умом. Чтоб на край бежать заставить нам хитрого короля, надо лишь ферзя поставить, от него на ход коня. Вот тогда король отступит и нам линию уступит. Тут, конечно, не зевай и ее ты занимай, но всегда пойми меня, ставь ферзя на ход коня. Так вот, устали не зная, короля гони до края. Гоним, 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 но в последнюю минутку может с нами злую шутку вдруг сыграть хитрец-король. Тут внимание утрой. Коль король в углу, ребята, как огня вы бойтесь пата. Если подарим так, будет пат. Чтоб не получился пат, отступи чуть-чуть назад, но при этом не забудь королю отрезать путь. То есть не сюда, а сюда. Пусть он ходит взад-вперед по последней линии. Наш король к нему придет, хоть дорога длинная. Подойдет и скажет снова только два коротких слова. Ферзь, конечно, очень рад повторить их. Шах и мат. Вот так вот ставится мат. Ну а если простым, не поэтическим языком, то принцип такой. Мы ставим не шахи, а ферзя ставим на ход коня, на буковку Г. Как только это у нас получилось, дальше мы начинаем играть в повторяшки. Если король вверх на одну клетку походит, вот, допустим, мы сделали на ход коня, король вверх на одну клетку, мы вверх на одну клетку, король вниз наискосок, мы наискосок, то есть мы его передразниваем. Он так, мы так. Он вверх наискосок, и мы вверх наискосок. И это мы делаем, пока король не окажется в углу. Если король не сразу идет в угол, то нам легко остановиться и не поставить пат, когда две клетки осталось. А если король сразу наступает на угол, то ни в коем случае не приближаемся ни сюда, ни сюда, так как это делает пат. Нам нужно чуть дальше расположиться, но отсечь короля либо так, либо так. Мы можем походить сюда ферзем на b5, можем пойти сюда ферзем на e7. Оба этих хода хороши. Действуем таким образом и после этого подводим короля. Все. Зная эту технику, вы никогда не поставите пат и быстро разделаетесь с любым противником. Ну а если в начальном положении ситуация такова, что ваш ферзь не может стать на ход коня, что тоже возможно, например, вот в такой ситуации, то просто выведите его на простор, например, поставьте хотя бы один шаг, один единственный, и после этого у вас всегда найдется такой ход, чтобы между ферзем и королем была буква Г. Это все, что нужно знать. Удачи вам и новых побед!